Друзья, сегодня у нас в гостях дикий представитель из семейства кошачьих, который, кстати, настолько понравился людям, что они принялись изо всех сил его одомашнивать. Но обо всем по порядку. Встречайте Каракала, он же степная рысь, от тюркского каракулак – черное ухо. Хищное млекопитающее, семейство кошачьих. Долгое время Каракала относили к рысям, на которых он похож внешне. Однако из-за ряда генетических особенностей его выделили в отдельный род. Несмотря на это, Каракал все же немного ближе стоит к рысям, чем другие кошки. При этом будучи гораздо ближе к пуме по морфологическим признакам. Близок Каракал и к африканскому сервалу, с которым хорошо скрещивается в неволе. По размерам он не гигант, длина тела до метра, вес обычно 20 килограммов. Но это компактный атлет. Его лапы настоящие пружины, а уши локаторы, улавливающие малейший шорох. Каракалы – это самые тяжелые, а также самые быстрые из малых африканских кошек. Водится степная рысь, что логично, там, где есть степи, а также в саваннах, пустынях и предгорьях Африки, пустынях Аравийского полуострова, Малой и Средней Азии, на Ближнем Востоке. На территории СНГ каракал малочисленен. Встречается в пустынях Южной Туркмении. По побережью Каспийского моря доходит до полуострова Мангышлак. На востоке иногда появляется в Кыргызстане и в Узбекистане. В феврале 2019 года впервые за 35 лет зафиксировали появление каракала на территории ОАЭ. Выделяют три основных подвида каракала: южный каракал, северный каракал и азиатский. У степной рыси обычно коричневая или красная шерсть, цвет которой варьирует у разных особей. Самочки светлее самцов. Такой песочный оттенок помогает африканским рысям лучше сливаться с окружающим миром, а это очень важно для хищника. Очень редко встречаются черные каракалы – меланисты. Еще природа наградила каракала своеобразными тапочками, порослью густой шерсти. Благодаря им каракал свободно перемещается по пустыне и думать не думает о том, что у него могут подгореть лапки. Образ жизни у него одиночный. Днем он отдыхает в укрытиях, а выходит на охоту ночью и на рассвете. Территорию метит по-кошачьи, запахами, царапинами и следами. А теперь главное – его охота. Каракал – чемпион мира по прыжкам в высоту среди кошек. Он способен взлететь почти на 3 метра и сбить птичку прямо на лету. Иногда сразу 2 или 3 за один прыжок. В его меню зайцы, доманы, мелкие антилопы, змеи и ящерицы. Но особая страсть – это птицы. Цесарки, дрофы, голуби. Пить каракалу почти не нужно. Всю воду он получает из мяса добычи. Настоящий мастер выживания в засушливых землях. Пустынная рысь может развивать внушительную скорость. Однако он скорее попрыгун. Но согласитесь, проще сделать один прыжок на 3 метра в длину, чем бежать все это расстояние. Когда-то каракалов обучали охоте на птиц в Иране и Индии. Их помещали на арену, содержащую стаю голубей, и делали ставки на то, сколько каракал собьет птиц за один прыжок. Счет начинался от 10. Соответственно, прыгучести меню у каракала в основном с оперением. Хотят любви каракала обычно всегда, ибо дома у них всегда тепло. За девушку с красивыми ушами обычно борются несколько кавалеров, но предпочтение отдается самому сильному, ведь передавать абы какие гены будущим поколениям совсем не нужно. Кстати, каракалиха может закрутить сразу с несколькими ухажерами, а там кому как повезет, тот и станет отцом. Спустя примерно 80 дней мама рождает на свет не более 3 котят, которые до полугода будут ходить за ней хвостиком, а потом получат паспорт и новую жизнь, полную прыжков. Естественных врагов, кроме крупных сородичей, типа львов и леопардов, у каракала почти нет. Разве что кроме людей, которые промышляют браконьерством и перепродажей этих элитных котиков. Характер домашнего кота каракала определяется его воспитанием. Даже совсем домашний, полученный в питомнике, это по-прежнему хищник, а характер хищников не может быть мимимишным.
Особенно в подростковом возрасте каракалы могут доставлять кучу проблем. И стоит такая степная кошечка от $8000, а живут каракалы до 20 лет при хорошем уходе. И сегодня каракал остается символом дикой природы сухих земель. Он балансировщик экосистемы, охотник, который регулирует численность грызунов и птиц. И, конечно, одно из самых красивых и изящных созданий семейства кошачьих. А вам понравилась эта степная рысь? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!